everyone. Всегда будьте готовы к ответу, дать ответ любому, Who asks? кто бы ни спросил, You to give the reason for the hope чтобы объяснить причины своей надежды, that you have. которая есть у вас. I want to talk to you about deployment preparation. Я хочу поговорить о развертывании, о том, как это готовится и тому подобное. It's a very large part of the U.S. military's care for families and for the soldiers. В Америке забота о семье и о солдатах в этот момент проявляется очень сильно. And I do want to say that it's very hard to see, but the middle picture is my wife and daughter the morning we were leaving for Iraq in 2003. I think it was December 10th or 11th that we were getting ready to get. Там очень плохо видно на средней. Это моя жена и дочь провожают меня. Это в декабре, по-моему, 10 или 11 году. В 2003 году. And it's sea bags, and we were getting ready to load them. Там видно такая целая куча вещмешков. We got aircraft ready to go, and then this. Мы собираемся садиться в вертолет отправляться. And this left-hand picture is one of my clerks who worked for me the day we came back, about 9 months later. Слева это фотография клерка, который встретил нас, когда мы вернулись через 9 месяцев. He was very excited to see his wife. Он был очень рад встретиться со своей женой, и эта фотография была сделана именно тогда. One of the things I wanted to mention before I get into the presentation. Перед тем, как мы перейдем к презентации, я бы хотел сказать несколько слов. Chris talked this morning about the retreat that he and Ornella ran, anyway, for the veterans. Утром сегодня Крис рассказывал, что они с Манеллой проводят такие для отдыха встречи, проводили, проводят или будут проводить еще, вот, короче, да. And one of my goals as a chaplain for the 25 years I was in, И 25 лет моей работы капелланом, моей целью было was to find ways to build bridges to soldiers and sailors, это связывать солдат или служащих флота, so that I could earn the right to share my faith in Jesus. Налаживать связи таким образом, чтобы я мог с ними поделиться своей любовью к Иисусу. And one of the greatest needs was helping young couples, old couples, married couples work marriage. И одной из частей этого служения было помогать в семейных вопросах молодым, в среднем возрасте и пожилым уже парам тоже. And I will say that our Army does much better than our Navy does taking care of families many times. И не за то, что в армии у нас заботятся о семьях гораздо лучше, чем это проводит военно-морской флот. Although the Navy has improved significantly over the years. Хотя за последние несколько лет в ВМФ довольно серьезные изменения уже есть в положительную сторону. Our Army has chaplains that are dedicated strictly to family life issues. В армии есть особые капелланы, которые занимаются семьями, проблемами семьи. But a Navy chaplain did it all. А в ВМФ капеллан занимается всем. And so I wanted to do some marriage retreats for the ship I was serving at the time. И как-то я хотел организовать такую встречу, отдых для тех, кто служил на корабле. And I had two problems. И у меня возникло две проблемы. I didn't have any money. Денег не было. And I couldn't get the men to sign up. И нельзя было моряков заставить, чтобы они записались. So I went to some local churches around our home port in San Diego, California. Поэтому я объехал все там поместные церкви в Сан-Диего, Калифорния, беседовал с ними. And I asked them for financial help to rent a Christian camp in the mountains for a week. И я просил их помочь нам собрать деньги для того, чтобы провести такой отдых, лагерь в горах. And it turned out that it was an old YMCA camp, an old Christian camp. И так получилось, что тот лагерь, где мы хотели собираться, это был такой, уже заброшенный, немножко старый христианский лагерь. And that when I got there, Когда я туда приехал, the bunk beds were metal, and they were much, they were compared to the wooden one we sleep in, they were like ancient, old, very old. и когда я туда приехал, ну, тоже там было много ржавого, это такое, но сама форма, это было, ну, знаете, ну, очень старая вещь. And the showers were gang showers. Do they understand that? No. Okay, there were showers with no shower stalls, so just open showers.
И душ, говорит, но если это можно как-то описать, то душа практически, считайте, не было, но это называлось душ. So I wanted to have a romantic weekend, and it didn't look very good. И то есть я хотел привести своих ребят, но в это место, чтобы отдохнуть, но не подходило. But it was amazing what young couples can think of when they get in the environment. Но вы знаете, когда молодые семьи попадают в неопределенную обстановку, удивительно, насколько они способны соображать. So I'll go back to that story in a minute. But so my next problem was how Мы do I вернемся к этой истории через минуту, но я хочу задать другую проблему. get the husbands and wives to come? Как же теперь еще эти семьи-то привести? So I would talk to the men on my ship every day for weeks. Поэтому каждый день, в течение нескольких месяцев я говорил ребятам на корабле, I gave them handouts to take home to their wives. давал им различную литературу, передайте жене, And I would find them in the garbage can every morning. а потом мусорник смотрю, они все там. So on Navy ships, we have a wives club. Но знаете, в ВМФ есть так называемые женские клубы. So I went to the wives club meeting. Поэтому я однажды пошел на этот клуб. And I said for $25, Это мне стоило $25. you can have 2 nights, Я сказал, за $25 вы можете 2 вечера 3 days, и 3 дня, то есть 3 дня, 2 ночи, and 5 meals, получать по 5 and work on your marriage. 5 раз питание и будете работать над вопросами семьи и брака. All I need is a check. Все, что мне нужно, это от вас чек на эту сумму. And I filled the retreat that night, 25 couples. 25 сразу присоединились. The next morning when I was on board the ship, На следующее утро я, как ни в чем не бывало, вернулся на корабль, all the husbands came to see me. а там меня все мужики ждали. Chaplain, what did you do? Капеллан, что ты там натворил, а? My wife signed up for that. Моя жена согласилась? And he said, I'm not letting her go alone. Говорит, но я же ее к тебе сам не отпущу. Because he was afraid I would tell her, I don't know. Он боялся, что я ей все расскажу, что я знаю. So we got our 25 couples to the camp, Поэтому 25 семей так и поехали. and the couples took the bunk beds and slid them together. Они брали вот эти вот кровати, какие там были уже, они их составляли, делали двойные. And they doubled the mattresses 2 or 3 times so it was nice and soft. Побольше там матрасы укладывали, чтобы была хотя бы какая-то мягкость. And then the husbands guarded the showers. А потом мужики следили за тем, чтобы с душем все в порядке было. So the wives went first, Поэтому женщины пошли первыми, and then the husbands went second. потом пошли мужики. And the interesting thing that probably, I would say probably 90% of those sailors were not Christians. Интересно то, что 90% из всех этих людей были не христианами. And I would promise them that I would never mention Scripture the whole weekend except on Sunday morning. И я им обещал, что на выходных говорить о Библии не буду, за исключением воскресенья утром. Because they were afraid I was going to beat them with the Bible. Потому что они боялись, что я эту Библию им в голову забью. But what we did, we taught them biblical principles without Scripture. Но мы им рассказывали библейские принципы, не говоря, что это из Библии. We taught them Greek words Мы им рассказывали греческие слова. like eros, Эрос, agape, агапе, phileo. филео. They thought that was cool. Они говорят, о, круто. We had them read 1 Corinthians 13 without any verse numbers or anything. Мы взяли 1 Коринфянам 13 главу, но мы так убрали главу, убрали упоминание, убрали стих, надпись. And they liked that writing. Им понравилось это выражение. So the whole weekend we taught biblical principles. И всю неделю, весь конец недели мы говорили о библейских принципах. And we would watch expectantly. И мы наблюдали, ожидали, что же будет. Because as they tried to live those principles, Потому что как только они начали пытаться применять эти принципы, within 5 or 6 months it would come apart. через 5-6 месяцев у них переставало это получаться. Because I would teach them that agape is selfless love. Потому что я их учил, что агапа — это любовь, которая не думает о себе. And they loved that concept. Ой, концепция для них им понравилась. But as they tried to live it, it didn't work very well. Но вот когда они попытались ее осуществлять, у них не получалось. Because Christ wasn't the center of that. Потому что там Христа не было, понятно? So they would come back to my office. Тогда они начали приходить ко мне в офис. And sometimes they were pretty angry and frustrated.
И иногда, сразу признаюсь, приходили они очень несчастливыми, иногда злыми и готовыми драться. And they would say, Chaplain, this thing's not working. Говорили, капеллан, ничего из того, что ты сказал, не работает. And I would share with them, well, you're missing a little piece. Я тогда им рассказывал, слушай, у тебя не хватает одной небольшой детали. And they would say, missing? What didn't you share with us at that weekend? Слышь, не хватает, а что ты об этом тогда не рассказал, что же это такое? Well, I needed to share with you who agape is. Ну, я должен был вам рассказать, кто является этим агапе. And his name is Jesus. Зовут его Иисус. But little by little we were able to open and connect Но понемножку они открывались, и мы налаживали связи. with the true word, Jesus himself. И они в действительности поняли, кто же Иисус. So chaplains, Итак, капелланы, if you can find a good church to help you, если вы найдете хорошую церковь, которая будет вас поддерживать, and when the opportunity presents itself, и будете пользоваться предоставляемыми возможностями, put a retreat together, even if it's just one day. даже если у вас есть возможность погулять с ребятами один день, воспользуйтесь ей. Or an overnight, А еще если на ночь останутся, вообще замечательно. work with a couple local churches and see if you can minister to your men and your units that way. Работайте с семьями, привлекайте к этому церковь, посмотрите, насколько изменятся те ребята, с которыми вы работаете. And soon after we did our first one, И после первой такой встречи, довольно скоро, we would schedule 2 at a time, 2 different weekends, нам приходилось уже планировать как минимум 2 подряд. and we would ask the couples to babysit for each other. И мы просили так, что давайте в этот раз вы едете, а вы посмотрите за их детьми, а потом поменяетесь. And it worked very well. И работает это отлично. So let's talk about deployment. Итак, поговорим немножко о развертывании. Пожалуйста, слайд. Next slide. Слайд, пожалуйста. Замечательно. The argument needs to be made Следует отметить, that the better a soldier's family is prepared for deployment что чем лучше будет семья солдата подготовлена к его отъезду and potential combat, и потенциальной возможности боя, the more effective the soldier will be. тем эффективнее будет этот солдат. The chaplain's role in helping the soldier И роль капеллана в помощи солдату and their family и его семье makes the chaplain a force multiplier. Капеллан таким образом умножает силу солдата. And our role as a chaplain in America И наша задача как капелланов в Америке is to prepare a unit and its families to go sometime in a deployment, sometime to war. готовить семьи к тому, что может понадобиться отправляться в боевые какие-то задачи и к их возвращению. Deployment breaks down relatively simply. Развертывание состоит довольно из простых вещей. At the top of the screen we have pre-deployment preparation for unit and family. Сверху вы видите это подготовка персонала и семьи к развертыванию. And as the deployment occurs, the focus shifts to family and to soldier. И затем, когда солдат отправляется уже на задание, тогда служение несется по разным сторонам. С одной стороны солдату, с другой семье. And then as the deployment ends, we come to post-deployment, return and reunion. И по завершению развертывания идет воссоединение, возвращение солдата домой. This is we call it the family emotional cycle of deployment. И это мы называем эмоциональный цикл семьи при развертывании. Can I take this off here? Можно это сделать? Cool. Хочу поворачивать. Thank you very much. I have to look at this big. 6 to 12, I'm learning. Okay. Can you point better for me? Yes, I can. In the circle, you'll see anticipation of departure. Первое, вы видите ожидание отбытия. Первое. And typically what happens in our units is we get the notification that we're going to deploy. У нас в частях обычно сообщается, что через какое-то время And whether вы it's будете направлены на задание. peacetime or wartime. В зависимости от того, это мирное время или время военное, And we typically get a 6 to 12 month notice prior to leaving. то и предупреждение об этом будет поступать за 6 месяцев, а то и за 12. And slowly but surely anxiety begins to build in the family. И вы знаете, медленно такое расстройство начинает нарастать в рядах семьи, чем ближе приближается эта дата.
And the closer it gets to deployment, И чем ближе приближается эта дата, more tension, more headbutting, more arguments. тем больше начинается трений в семье, с какого-то сопротивления, аргументов постоянных, споров. And then 1 month away, couples begin to detach from each other and withdraw from each other. И уже за месяц до отъезда начинается расставание в семье, то есть они уже друг от друга отдаляются. I often hear from wives, I just wish you would leave so I could start counting down till you come back. Очень часто в это время жены говорят, хотелось бы, чтобы ты уже там был, так я бы хоть знала, сколько дней осталось до твоего возвращения. And the operation tempo in the unit continues to increase. И затем эмоциональное такое давление, оно нарастает еще после этого. And I need to say, for the deploying men and women sometimes, there's great anticipation. We're going to go do what we're trained to do. И вы знаете, ожидание, внутреннее переживание, вот мы поедем, будем делать то, чему учились, оно тоже накладывает такой эмоциональный отпечаток. And then when the deployment occurs, emotional disorganization spins in the household. И когда происходит отправка, начинается эмоциональная дезориентация, то есть непонимание, что, где, как. In my house, it would never fail to occur that the washing machine would blow up the next day. В моей семье так случается, что как только я отправляюсь, на следующий день сгорает стиральная машинка. The car needed major repair. Вдруг у машины какие-то серьезные поломки, которые нужно чинить. It was not a pleasant time. Вы знаете, это время обычно очень тяжелое. And for those of us who had deployed, И для тех, кто отправился, we quickly fell into rhythm. It was good to be at sea. вы знаете, мы быстро втягиваемся в ритм, мы уже знаем, что все у нас расписано, все хорошо. And I need to just take a sidebar. И здесь нужно было бы такую сноску сделать. I joined the Navy because I wanted Я пошел служить в ВМФ, потому что этого хотел. air conditioning, Там есть кондиционер, 3 hot meals, 3 раза кормят хорошо и горячим, and hot water. и всегда есть горячая вода, душ. And when I went to war, И даже если война, I went with the Marines. то я бы лучше хотел быть в ВМФ. And there was no hot water, there was no air conditioning, and there was, Даже если бы там не было ни кондиционера, ни горячей воды, ни еды. it just proves God had a sense of humor. Вы знаете, у Бога есть чувство юмора. Okay, back. Okay. Ладно, вернемся. About 2 months into the deployment in the family, they recover and they stabilize and they get their own routine going. Через 2 месяца после отправки в семье начинает стабилизироваться ситуация, все приходит в какую-то рутину, норму, все успокаивается. My wife thought it was great when I wasn't there because the kids ate a lot of hot dogs and pizza, things that were very easy to На do. фотографии жена в это время светится, потому что обычно на что там, хот-доги, пицца, то есть то, что попроще, быстрее сделать, чтобы дети поели и были... And in the old Navy, because I'm part of the old Navy, we didn't have the internet, we didn't have satellite phones, we didn't have things, and so we used to get our mail from an aircraft carrier. So it left home, it went to San Francisco, it was flown to an aircraft carrier, then it was taken from the aircraft carrier to our ship. Я хочу, чтобы вы понимали, что в то время, когда я служил, таких вещей, как мобильный телефон, электронная почта, в ВМФ не было, поэтому вся почта, вся информация доставлялась приблизительно таким образом. Вначале она поступает на базу, затем самолетом доставляется на корабль, который носит самолеты, на авианосец. После этого авианосец приплывает где-то в другое место, где есть уже контакт с нашим кораблем, и там уже перегружается эта почта. So mail could take 2 or 3 weeks. Обычно на письмо уходило 2-3 недели. And we told our sailors, wives and the sailors, to number their letters. И обычно моряки любят, знаете, отмечать письма номерами, то есть не нумеруют письма. Because letter number 1 never came first. Как правило, письмо номер 1 никогда не приходит первым. And if the letters weren't numbered, there were very great tensions on the ship because, oh, the car blew up, no, I got it fixed, but we don't know what happened first, and it was very difficult. Причина, почему мы нумеруем письма, очень проста, понимаете? Когда ты на корабле, ты получил письмо, ты читаешь, ой, у меня машина поломалась, или там еще чего-то. Это было уже кто знает когда, а ты еще не знаешь, когда же это было.
So that was a unique challenge. Поэтому, да, это было уникальное время. About 30 days prior to coming home, За 30 дней до возвращения домой there was an anticipation of return, начинается ожидание возвращения. a good deal of excitement Радость in the unit and at home. и в части, и дома. Today in the Army and our armies, we specifically do return and reunion seminars while we're still in the field. Пока мы еще находимся там, в месте, где они совершают службу, мы уже начинаем проводить семинары по воссоединению семьи. And the same thing is being done back at the home base. И в то же время дома домашняя база проводит то же самое для семей. So the information parallels very clearly. То есть информация параллельно дается и одной, и другой стороне. When the unit returns, Эта часть возвращается. there's about 30 to 60 days of return, adjustment, and renegotiation. Существует где-то 30 до 60 дней такого привыкания, восстановления отношений, примирения. There's great affection for the first few weeks, Особенно чувственными являются первые несколько недель. and then the frustration comes back. И буквально сразу после этого наступает разочарование, трение. Because the wives think things were going pretty good when you weren't here. Потому что жена думает, погоди, тебя не было, и все так классно было. And now you come home and you think you're going to take over? А теперь приехал домой, думаешь, ты командовать теперь будешь? I don't think so. Не думаю. So roles are renegotiated. Поэтому заново определяются роли каждого в семье. And about 6 months later, И месяцев через 6 the family has reintegrated and stabilized again. можно назвать, что наконец-то семья восстановилась полностью, реинтегрировалась и стабилизировалась. So those are some challenges for deployment, and as the Ukrainian army deploys more and does more things, these would be maybe some good things to work on. И это те вещи, которые следует знать, потому что чем чаще развертывание будет происходить на Украине, тем больше вы будете с этим сталкиваться, вы начнете понимать, о чем идет речь. I think that the goal of family readiness is to have families who are prepared and equipped with skills. И готовность семьи проявляется в том, что семья будет подготовлена и оснащена, то есть имеет знания, Tools and knowledge to successfully meet the challenge of the military lifestyle. навыки и инструменты, которые позволят решать трудности по-новому. Especially during times of separation and deployment. Особенно во время расставания и развертывания. A successful deployment for the soldier and family И для того, чтобы развертывание прошло успешно как для солдата, так и для семьи, requires readiness through planning нужно хорошо планировать, and advanced preparation готовиться заранее to ensure the family can continue efficiently и позаботиться о том, чтобы семья эффективно справлялась during their absence and the soldier can function at the highest level. со всеми трудностями, которые у них возникают, а солдат мог на должном уровне выполнять свои обязанности. We call it deployment ministry, and this slide's on Мы называем это служение развертывания, и следующий слайд, pre-deployment. до развертывания. В чем состоит работа? And we call it deployment workup. Мы это называем качаемся перед отправкой солдата. There's activities that are scheduled so that the family and the soldier can come and begin to take care of it. Существует целый перечень вещей, которые мы должны сделать до того, как солдаты отправятся. And to take care of necessary things. И нужно позаботиться о тех вещах, которые реально важны. Простите, совершенно забыл. Пожалуйста, по одной копии на семью. Да, вы получаете такой перечень. Можно мне копию? It's a family deployment checklist. Oh, can we give one to my interpreter? Thank you. Это такой, знаете, перечень того, что нужно проверить перед отправлением.
you just take a couple seconds, maybe like 60 minutes, to look at this. Пожалуйста, сейчас мы выделим где-то минутку, чтобы вы могли пробежаться по этому списку. And perhaps the discussion can continue on with Vasily and Jeff and others. И я думаю, после этого может быть какое-то обсуждение с Василием, с Джеффом, с другими. But I'd like to know at least what your initial opinion or thought on Но мне было бы интересно знать хотя бы, что вы об этом думаете. of some kind of document like this. Что вы думаете о подобном вот списке, который мы сейчас имеем? То есть напоминаю. It's very extensive, it's very in-depth. Достаточно ли оно глубоко здесь описано? And Jeff told me his favorite words are, it'll be on the website as soon as he can get it on. И я здесь могу только повторить любимые слова Джеффа, что все эти вещи будут опубликованы на веб-сайте. Yeah, we'll print more, give them out tomorrow. He's going to have them here for tomorrow. It's okay. Yes. I will see. Да, те, кто не получили сегодня, не переживайте, завтра мы напечатаем, вы получите. As you look at this, do you see there's lots of material that are on here? Вы видите, здесь очень много различных тем поднято. From copies of marriage certificates, birth certificates, Копии, свидетельства о браке, свидетельства о рождении, passports, insurance policies, паспорта, страховка, any kind of contracts and loan papers. любые контракты, кому кто должен. We have, what's he saying? Умеешь пошутить. We'll have to keep your measurements close. Нам надо будет только с вас мерку снять. Because I don't know Ukrainian culture well, Вы знаете, я украинскую культуру не очень хорошо знаю. I don't know if you use power of attorneys to conduct legal business. Я не знаю, насколько вы делаете такую верительную грамоту, то есть разрешение заниматься вашими делами, пока вас нет. But part of this list is a house care checklist. Oh, okay. There's a house care checklist on here, you know. Тут тоже, кто будет заботиться о доме? It might sound funny, but the first one is in the kitchen. The curtains, dish towels, paper items kept away from the stove. You want to read this? Why do you want to read that? I'll tell you. Говорит, там вплоть до того, чтобы жена должна заботиться о доме таким образом, чтобы никакие бумажные вещи, салфетки и тому подобное в духовке не хранились. We won't go over any more of this, but Ладно, мы глубоко вдаваться не будем, дома почитайте, посмеетесь. because they're not well numbered. Там просто номеров нет, поэтому искать будет сложно. But the point is that we would like our families to be as well prepared as possible. Но я о чем говорю? О том, что наша семья, когда мы отправляемся, должна быть готова ко всему, что может случиться. Because in the event that you do not come back, Потому что в том случае, your если wife, вы вдруг не вернетесь, your spouse has the best information possible. у жены должна быть информация по тех вещах, которые она должна знать. Because those of us who have done casualty assistance calls, Потому что те из нас, кто проходил курс «Как помогать потерпевшим», I've seen the frustration in a wife's face. я видел очень часто, насколько изменялось лицо жены, When she's looking for important papers that she needs to have. когда ей говорят, что вам нужно взять с собой такую бумагу, она начинает искать и найти ее не может. And there was no preparation. The husband just left. То есть муж уехал, а вот эту самую нужную бумажку он не оставил на видном месте или там, где она знала. And that's just not right. Это неправильно. What we do in the American military, У нас в США военные делают так. we often do what I call a deployment fair. Мы проводим встречу по отъезду. Many times we try to schedule a one-day event.
Как правило, это такое, знаете, мероприятие на один день, where the families can all gather together, когда собираются все семьи, includes the kids. включая детей. We have entertainment for the children, Для детей у нас различные развлекалки придуманы, so that the parents can meet the lawyer, the doctor, and the many people they need to get their affairs in order before the unit meeting. для того, чтобы дети могли поиграть в одном месте, а семья могли вместе посетить юриста, врача или еще кого им нужно, чтобы закрыть все бумаги, все деловые вещи. You know, if kids need, yes, if the kids need vaccinations before school, the doctors and the corpsmen will bring those with them. Тут, знаете, вплоть до того идет, что когда детям отправляться нужно будет скоро в школу, а для этого им нужно прививки, то мы даже вызываем врача, который всем детям может сделать прививки, отмечает то, что нужно, то есть все, чтобы было сделано как нужно. We try to offer a one-stop shopping event. То есть вот это такое мероприятие мы называем, ну, как в Украине называют в одно окно. То есть человек пришел, и здесь он сможет закрыть все вопросы. То есть тут будут все специалисты, и любой вопрос он сможет решить. We identify family support services. Мы также определяем, показываем людям службы поддержки для семьи, Community services. социальные услуги, какие есть. I forgot we invite local churches to come. Забыл сказать, что мы приглашаем поместные церкви на эту встречу. We're looking for any kind of community and military support service. Мы ищем любые методы, какие общество может предоставить в заботе о семье. And during that event, И во время этого мероприятия we talk about preparing for casualties or loss of life. мы тут же говорим о подготовке к возможным потерям и утратам. It's a tough discussion, Это, как правило, очень тяжелый предмет для обсуждения, but it needs to be addressed before we leave. но перед отправкой обязательно следует об этом поговорить. And for our military, Для наших военных we talk about potential blackout periods. мы говорим также о возможных трудностях. Where there'll be no information flow sometimes. Например, иногда перестает поступать и отправляться информация. Although many times our American newsmen still somehow find ways to get information. Конечно, в последнее время становится все сложнее, особенно учитывая этих новостных репортеров, которые пролезут в любую щель. Следующий слайд. We also ask our commanders to write letters to the families of married and single service members or army soldiers. Также мы просим командира написать семьям и одиноким солдатам. It's a letter just as much information as he or she can share to the families, again, of both the married and the single sailors or soldiers whose parents would like to know. В этом письме он описывает, насколько это, конечно, возможно, что планируется или куда отправляется, если это возможно, опять же. То есть предоставляет семье информацию о том, что может и должно происходить. And then we try to schedule one or two family meetings without children. И затем мы планируем одну, а лучше две встречи семей без детей. And the unit arranges for child care by either paying the parents or having something on the base. Мы стараемся, чтобы дети были либо с дедушкой, с бабушкой, либо организовываем какую-то там что-то типа детского сада на базе для того, чтобы родители могли быть наедине. And we discuss the emotional cycle of deployment. И там мы обсуждаем эмоциональный цикл при развертывании. And we make sure that all the important paperwork is done. Проверяем, чтобы все документы, бумаги и подготовка были сделаны достаточно хорошо. We discuss critical incident stress management. Обсуждаем о том, как управлять стрессом в критических ситуациях And post-traumatic stress. и что такое ПТСР. And we talk about how to support your child or your children. Также, как поддерживать детей. Because I've seen time and time again that kids take cues from their parents. Потому что очень часто в таком случае получается ситуация, когда дети начинают брать верх над родителями. If a mom handles herself well in front of her kids, there's great stability. Если жена хорошо, правильно себя настроила и правильно себя ведет
то и в семье стабильно все. Because the little eyes are looking at mom, Потому что те маленькие глазки, они хоть изредка, но все-таки следят за мамой and they're looking to see what they're going to do. и думают, что бы нам дальше делать. Следующий. During the deployment, once the unit leaves, Когда часть отправилась, information is very important. очень важно предоставлять правильную информацию. And as a unit, we do our best to send information back. И мы в части пытаемся отправлять как раз ту информацию, которую нужно. And one of the ways we do that is through, I think it's still called key wives, but it could be called key spouses now in our military. И у нас это раньше называлось через ключевых жен, то есть, понимаете, о ком идет речь, передается эта информация. Because when I was on board ship, it was an all-male crew. Почему у нас были жены? Да потому что в ВМФ в основном были мужчины. And many of our ships now are 50-50, men and women. So, А сейчас встречаются корабли, где 50 на 50 мужики и женщины. but the key spouse Но ключевые люди на базе is selected from the unit, выбираются из тех, кто остается в части. and they're both officer and enlisted. Это либо офицер, либо родственники офицеров. And if your unit has some position like that, Если в вашей части есть подобные должности, I would encourage the spouse that remains behind to volunteer to be that person. I would encourage the spouse who remains behind to volunteer to be that person, spouse. И я даже призываю тех жен, которые остаются, самим вызваться стать ключевым человеком. It's an awesome ministry. Потому что это очень важное служение. We establish phone trees for passing information. Дальше строится такая телефонная цепочка, то есть кому она звонит, кто дальше, то есть налаживается таким образом связь. And we identify a chaplain who they can contact back at the home base. И определяется капеллан, с которым они в любой момент могут контактировать, находясь на домашней базе. The key spouses schedule family activities. Этот ключевой человек на базе, он отвечает за то, чем занимаются семьи, то есть за их совместное время. Typically there's picnics once a month. Например, раз в месяц проводят какие-то пикники. And they'll get somebody to make some videos and send them to the unit that's deployed ahead. И, как правило, обычно они нанимаются, или кто-то из них снимает там фото, видео, снимают, делают ролики и отправляют уже на базу. And the key spouses will schedule meetings for the spouses who are left behind. Также ключевой человек, он будет организовывать встречи для тех людей, которые остались на базе. And they'll arrange for guest speakers, different service agencies to come in and И они могут discuss. приглашать каких-то спикеров, приглашать какие-то службы, которые могут предоставить что-то для семей. And they prepare families for traumatic stress injuries depending on what the operation В is. зависимости от того, в чем состоит суть операции, они могут готовить семьи к возможным потерям. For the unit when they're deployed, Для части, которая отправилась, следующий слайд. Хорошо, отлично. readiness and sustainment are the key focus. Для них состояние готовности и самообеспечение – это самая главная вещь для тех, кто находится на задании. Information to soldiers needs to be carefully disseminated. Поэтому передача информации солдатам должна очень аккуратно отсеиваться. They can be overloaded and distracted by too much information. Их очень легко, большое количество информации может отвлекать от их заданий. When my unit went to Iraq, Когда моя часть попала в Ирак, the night before the war kicked off, это было как раз вечер перед тем, как начались сражения. our commander instructed us to go confiscate all the satellite phones that the Marines had. Первое задание, которое получили там командиры, было пройти, конфисковать все сотовые телефоны, там, которые связаны со спутниками, тоже спутниковые связи, то есть все телефоны были конфискованы у всех военных. I had never thought about a satellite phone. I didn't have time before I left. Интересно было, что только тогда мне пришла идея, вот можно было взять спутниковый телефон. And out of 5,000 Marines, Из 5000 военных, которые там были, we collected 1,200 phones.
Мы собрали 12 тысяч телефонов. Because all the young ones had the phones, not the old ones. Но знаете, интересно, что все эти телефоны, они были у молодежи, не у старших. Because our fear was they'd be in the middle of the battle calling mom, and mom would hear shooting in the background or something. Знаете, ситуация была такая, что кто-то из них мог оставить себе телефон, да, позвонить во время сражения, и ему мамочка бы ответила. So we need, as chaplains, we need to establish ministries based on operational schedules. Поэтому мы, как капелланы, должны свои действия соотносить с тем, что происходит на базе. Operations always come first. А операция, то есть задание, оно является целью номер один. And as I have heard from many of you in the last 2 days, И последние 2 дня я от многих из вас слышал, that you need to be ready for ministry at a moment's notice. вы это говорили, что надо быть готовым служить в любой момент. Sermons need to be prepared. Должна быть готова проповедь. Be ready to serve the Lord's Supper with water and even crackers if need be. Должен быть готов провести вечерю Господню, даже если у тебя есть только крекеры и вода. And if you are a Baptist, look for water. И если ты баптист, ищи, где поближе водоем. Several of my friends who were deployed, Некоторые друзья, которые отправлялись на операцию, as well as myself, did baptisms in the desert. и мне приходилось крестить людей в пустыне. And one of my friends found a box that once carried helicopter blades. Один из моих друзей нашел коробку, в которой перевозили такие небольшие крылья для вертолета. And they could fill it with water and baptize people. Они увидели, что там немножко залатать, можно заливать воду и можно крестить. And I was at a main operating base on Easter morning. Я также перед Пасхой утречком был на одной базе. And about 18 or 20 Marines wanted to get baptized on Easter. И на Пасху 18 или 20 служащих захотели принять крещение. So I asked the senior NCO who was in charge of the motor pool. Я поговорил с ответственным за механизаторскую, за механику, которая она была. If he could bring his backhoe over to our chapel and dig a hole. Я говорю, слушай, там экскаватора у тебя не найдется, но какую-нибудь ямку вырыть тут такую небольшую. And he told me he would take care of it. Я говорю, хорошо, я что-нибудь придумаю. And early Easter morning, I heard a piece of machinery behind the chapel. Итак, наступает Пасха, я проснулся рано утром от того, что что-то гремит за окном. And the senior NCO had built a baptismal overnight. Он за ночь из каких-то досок сколотил целый баптистерий. And dropped it behind the tent where our chapel was. Подвез и поставил возле каплычки. And he said, I just couldn't let a Marine get baptized in the dirt. Говорит, понимаешь, для моряков в какой-то луже крещения принимать, я не мог этого допустить. And he was not a man of faith at all. И вы знаете, когда при том, что он не был человеком верующим. But it was a great opportunity. Но это была интересная возможность. I've talked to Jeff about this book, and I want to share it with you. Я Джеффу говорил об этой книге и хотел поделиться ею с вами. And I think Jeff is the king of reprint. Вы знаете, Джефф уже становится тут королем печати. In Ukrainian or Russian. Там и на русском, и на украинском, молодцом. This is put out by the Navigator Ministry. Это навигаторы, миссия такая выпускает. And it's called a compact guide Называется «Компактный гид to the Christian life. в христианской жизни». And the first reason why I purchased it years ago, Первая причина, почему я решил купить себе эту книжку много лет тому назад. I was a chaplain at a boot camp. Я был капелланом на базе, где была литература, то есть огромное количество литературы. All around the coast of the United States. А вы знаете, что у них части, они разбросаны прямо вот, как идет No base. США. То есть баз, как таковых больших баз нету. And I had no way to contact local pastors in all those little towns. Поэтому связаться с поместными пасторами по всей территории США было невозможно. So this was the only book I could find Но я смог найти эту книгу. that had a chapter on what to look for in the local church. И она называется так: «Чего стоит искать в поместной церкви?» And it was extremely well written. Написана книга замечательно. And I have used it for years. Я годами ею пользовался. And when we were going to war,
И когда мы отправлялись на военную операцию, we purchased enough for every Marine. мы купили достаточное количество таких книжек для каждого военного. And we gave them a Bible and one of these as they got off the airplanes in Kuwait. И как только они спускались по трапу в Кувейте, мы вручали это каждому из них. And every one of these chapters is no more than 3 or 4 pages apiece. Вы знаете, каждая глава здесь всего лишь там 3, максимум 4 страницы. And we could roll up in a Jeep, И можно было даже, когда едешь в джипе, pick a chapter and do a study within an hour. Выбрать любую главу, и в течение часа об этом было о чем поговорить. So Jeff has that for action. Теперь уже Джефф принял это к действию. He'll contact the Navigator Ministry on Monday. А мы в понедельник свяжемся с навигаторами, скажем, что Джефф этим занялся. But if he can do it, it would be a great tool. Но если Джефф это сделает, это для вас будет еще одним хорошим ресурсом. What's that? Oh, next. Yeah, I'll come back. Да, до следующей конференции надо будет сделать. As the deployment draws to a close, И когда время операции подходит к концу, we can discuss expectations то мы начинаем обсуждать, что человек ожидает, at both places, in the field and at home. и на месте, где он воевал, и на месте дома. We talk about financial issues. Говорим о финансовых вопросах, We talk about children and discipline, говорим о детях и о дисциплине, because the father or mother does not need to come home and try to offer discipline to somebody потому else. что, знаете, нехорошо, если родителям приходится возвращаться домой, чтобы наказать ребенка за какое-то дело. They have not seen in 6, 9, 12 months. Дело в том, что дети не видели отца там 9 месяцев, к примеру, да, он приедет, будет тут же наказывать. And as my esteemed colleague mentioned this morning, И как уже мои коллеги говорили сегодня утром, we talk about sexual expectations, мы также говорим и о сексуальных ожиданиях. just to keep everybody on the same sheet. Но это чтобы вы просто понимали, о чем идет речь. The same sheet. Чтобы мы были на одной странице, If или you're какая out, you страница. go there. I'm not going there. Okay. We discuss changes that have occurred. Мы говорим о тех изменениях, которые произойдут, когда операция придет к завершению. The spouse who was left behind typically had become more independent. За время, пока вас не было, ваша жена стала более независимой. And the soldier has changed due to the deployment. Да и солдаты во время операции изменились. And then we discuss the process of reunion, Затем мы обсуждаем этот процесс возобновления семьи, the emotional highs followed by lows. эмоциональные подъемы, за которыми будут следовать эмоциональные падения. We talk about anger and frustration, Говорим о разочаровании, о злобе, and strong emotions and weak emotions. о сильных эмоциях и о слабых эмоциях. And we encourage them to relax and do not stress out. Поэтому мы призываем их: расслабьтесь, пусть оно пройдет как есть. And this slide is out of order, my fault. Ладно, дальше что-то идет не по теме. One of the challenges for us as we were forward deployed, Дальше, когда мы forward in the back, on the front, когда при отправке на задание, is covering the Marines 24 hours a day, covering the soldiers 24 hours. мы говорим об этом, что военный будет занят 24 часа в сутки. So I would have chaplains who would work from midnight till 8 in the morning. Поэтому бывают капелланы, которые работают там, даже по ночам. And then we would cover all locations, Мы после этого также рассматриваем все места, где будет происходить. because as we went forward into Iraq, Потому что чем дальше мы продвигались в Ирак, we established what's called forward operating bases. тем больше создавалось таких центров для продвижения вперед, то есть база снова. Which would refuel helicopters, they would fix them, they would load up. На этих базах вертолеты могли починить, заправить, снарядить. All right. And post-deployment, И также после службы we hold several meetings during the weeks that we get home, за несколько недель, начиная до того, как они отправятся домой, мы начинаем встречи. and we do them at different times so that schedules can be
easily met. Время мы назначаем разное на каждую встречу для того, чтобы независимо от того, когда время человека служить, он все равно мог быть на этой встрече. And we talk about the changes that have occurred, Мы говорим о тех изменениях, о которых мы уже говорили, and then how to adapt to them. и затем, как к ним лучше всего адаптироваться. In our military, we give some lengthy time off. Нашим военным мы даем небольшой такой отдых, передышку. We reduce the work schedule, Мы снижаем их нагрузку, and we begin to identify follow-up needed by the soldier. и мы также рассказываем, где солдат сможет получить дальнейшую поддержку. And in all of this, the chaplains are really taking the lead within the unit. И всем этим занимается в части капеллан. And we offer individual and couple counseling. И также мы предоставляем консультации, душепопечительства как в формате 1 на 1, так и семьям. And that's the end of my slides. И это конец моих слайдов. Are there any questions? И вопрос, есть ли у вас вопросы или комментарии?